Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего апреля месяца и будем говорить о рынке жилой недвижимости, подумайте только, целого региона. Это город Запорожье и город Днепр. То есть мы будем говорить о Донецко-Приднепровском регионе. Традиционно попробуем вместе с вами разобраться с процессами, которые я наблюдал как на протяжении одного месяца, то есть в начале слайдов или видео мы будем говорить о краткосрочных процессах длиной в один месяц, сравнивать март месяц с апрелем месяцем. А к концу видео мы будем говорить уже о тенденциях. Тенденции – это долгосрочные процессы, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости целого региона. И, конечно же, подведем это все с цифрами, итоги сделаем. И в конце видео я сделаю уже краткосрочный прогноз, что будет с рынком жилой недвижимости до конца первого полугодия 2026 года, ну или же второго квартала. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Как я люблю говорить, через призму времени и цифр совместно с вами будем разбираться, что произошло на рынке жилой недвижимости целого региона благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, начинаем с обобщенных данных, так, чтобы вы не уснули, вам было, так сказать, о чем вспомнить. Напоминаю вам, что я занимаюсь наукой. И также хочу напомнить персонажа Шерлок Холмс. Помните, да? Это знаменитый расследователь, который расследовал сложнейшие преступления. И один из методов, который он применял, это был метод дедукции. То есть он делал заключение сначала от общего и потом уже переходил к частному. Ну, если это говорить по-простому, то мы сейчас, я вам показываю, как работает метод дедукции при исследовании рынка недвижимости Донецко-Приднепровского региона. То есть вы видите сначала картинку, обобщенные данные, что произошло в целом на рынке, по сегментам, то есть это первичный, вторичный рынок, по классам рынка недвижимости. И в дальнейшем, то есть у вас появилась полностью картинка, и в дальнейшем мы будем это все декомпозировать, то есть переходить к более подробным данным, статистическим данным, которые также будут нам показывать процессы, которые я наблюдал. То есть, если совсем ну, в качестве примера привести конструктор Лего, вы его будете собирать очень долго, наверное, или соберете очень быстро, когда у вас есть общая картинка, которая перед глазами. А потом вы эти пазлы складываете, и, в общем-то, это получается достаточно увлекательно и просто. Так и сейчас я хочу провести вас по рынку недвижимости, и будем говорить о длительном периоде в том числе, благодаря вот этому методу дедукции. Итак, надеюсь, заинтересовал вас. Переходим очень кратко, переходим к статистическим данным, которые характеризуют рынок недвижимости города Запорожья, город Днепр. Друзья, я записывал неделю назад, ссылку поставлю в описании канала. Вы там сможете, не в описании канала, а вопрос-ответы внизу. Вы увидите ссылку на город Днепр и можете посмотреть. Итак, население 746 тысяч, город Запорожье, довоенное население. Огромный, друзья, город. Сейчас я предполагаю, что там тысяч на 200, на 300 стало меньше людей. Ну, во-первых, это город, который максимально приближен к фронту. Большая часть Запорожской области по факту не принадлежит Украине, то есть ведутся активные боевые действия. Поэтому я так предполагаю, что все-таки население покидает город Запорожье. И вы, кто живет в Запорожье, напишите мне ваши ощущения. Мне пишут из Харькова и из Днепра, спасибо. Именно визуально, насколько больше людей стало в городе или же меньше.
в сравнении с довоенным периодом. Я предполагаю, что 1250, а может и 300 стало меньше. Итого это порядка 300, может быть 50 тысяч сейчас проживает население. В общем, напишите, да, цифру вы точно не скажете, но визуально больше или меньше вы можете, в общем-то, определить. Дальше, друзья, количество предложений, которые были зафиксированы мною компанией Olymp Consulting. Что такое предложение, друзья? Это квартиры, которые выставлялись для продажи. Выставлялись они, естественно, где? В интернет. Это сайты крупные, интернет-порталы, всевозможные электронные доски, которые позиционируют себя как площадки, с которых можно продать свою недвижимость. Независимо, продает это риэлтор или же продает, так сказать, непосредственно продавец. Итак, было зафиксировано мною и компанией Olymp Consulting с помощью программного обеспечения, которое называется Olymp News, на которое у меня есть, естественно, патент и авторское право, была зафиксирована такая вот огромная цифра квартир, которые были выставлены для продажи. Это 11 200 квартир. Ну, это вот к вопросу о том, что, друзья, риэлторы мне любят писать, откуда у тебя данные, откуда у тебя сведения. То есть я, в общем-то, работаю с большими цифрами благодаря именно программному обеспечению. Итак, выборка, генеральная выборка, которая участвует в данном исследовании, она, в общем-то, ну, огромна. Если по количеству объектов, которые попали, она огромная, репрезентативная, естественно, однородная, так как я в своих исследованиях применяю, вы помните, метод классификации. То есть здесь исключительно разбиты объекты недвижимости в соответствии с классом. Итак, данная цифра говорит о том, что на 1% стало больше желающих продать в городе Запорожье людей свою недвижимость, чем это было в марте месяце. Переходим к следующим показателям. Это социальное жилье, вторичный рынок. Буду говорить только в процентном соотношении, что произошло. Снижение минус 0,24% за месяц. Квартиры эконом-комфорт, бизнес-класс, друзья, также показывают динамику снижения минус 0,18%. Ну и переходя к первичному рынку, друзья, мы видим ту же самую динамику снижения стоимости квадратного метра, и неудивительно. Почему? Потому что, еще раз говорю, что это прифронтовой в буквальном смысле город. Видим, что первичный рынок эконом-класс, снижение минус 0,26%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс, снижение минус 0,15%. Ну и подводя итоги того, что произошло у нас в апреле месяце по целому региону, друзья, переходим к вот этой табличке экселевской, где мы можем наблюдать по классу, ну, в качестве примера, это социальное жилье, самый большой класс, который эксплуатируется на Украине, включая город Днепр и Запорожье. Видим, что город Днепр, $545 за квадратный метр, это у нас апрель 2026 года. Сравнивая с мартом 2026 года, мы видим, что город Днепр показывает нам снижение минус 0,18% в данном классе рынка недвижимости. Дальше, друзья, город Запорожье. Апрель месяц, $424 за квадратный метр, что показало нам за месяц также динамику снижения, но уже больше, видим, минус 0,24%. Ну и подводя итоги в целом по региону, вот здесь красным шрифтом я отметил, это среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете. В целом по региону это Днепр, Запорожье, $485 стоимость квадратного метра по региону, что также показало нам за месяц динамику снижения минус 0,21%. Индекс отрицательный 0,998. Итак, друзья, от обобщенных данных переходим уже к декомпозированным данным, то есть я вам продемонстрировал, как работает метод дедукции. Дальше, друзья, уже более подробно будем
говорить о том, что произошло в апреле месяце по сегментам, это первичный рынок и вторичный, по классам рынка недвижимости. Еще это можно назвать метод статистической индукции. То есть мы уже будем наблюдать непосредственно, что происходило с недвижимостью по классам. Ну и, естественно, видим в разрезе административных районов. Перед вами карта города Запорожье, класс социальное жилье. Снижение за месяц минус 0,24%. Друзья, что бросается в глаза? Больше всего подешевела стоимость в заводском районе на 0,27% за месяц. Ну, кто живет в Запорожье, тот знает, что заводской район – это не самый лучший район традиционно для жительства. Ну, для места, так сказать, жизни, да, то есть там и экология, и прочие прелести. Поэтому он самый и недорогой. И больше всего здесь дешевеет недвижимость в данном случае за период март-апрель месяц. Ну и меньше всего подешевела недвижимость. Это Вознесенский район, минус 0,22%, Александровский район, минус 0,22%, Шевченковский район, минус 0,22%. Переходим к следующему слайду. Здесь мы будем говорить о уникальном контенте, друзья. Он появился благодаря вам. Вы меня просили: Андрей, покажи, что произошло с недвижимостью города Запорожья на протяжении всего периода войны. То есть это 4 года, ой, извините, и там несколько месяцев. Итак, перед вами график, рисунок. Период исследования у нас март 2022 год. Напомню вам, что война началась, друзья, 24 февраля 2022 года. Итак, на примере класс социальное жилье давайте разберемся, что произошло с недвижимостью, насколько в данном случае она подешевела. 519 долларов за квадратный метр, март 2022 года. Ну и каждый год мы видим где-то больше, где-то меньше стоимость квадратного метра, друзья, что снижалась. И вот уже в апреле 2026 года мы видим, стоимость квадратного метра достигла 424 доллара за квадратный метр. Что внизу табличка, здесь Excel нам посчитал, показывает нам снижение 18,30% за весь период войны, друзья. Подумайте только, как незначительно подешевела недвижимость в прифронтовом городе. И это неудивительно. Рынок вторичной недвижимости – это не спекулятивный рынок. Если еще мы можем говорить о спекулятивном рынке, о первичном рынке, то вторичный рынок – это люди, которые живут в квартирах, и у которых нет необходимости взять и с какого-то перепугу, как я люблю говорить, продать квартиру за бессонь. Правда. То есть они решают свои постепенно проблемы. Кто-то уезжает со страны, кто-то уезжает в другой город. Естественно, продают по рыночной стоимости, за которую у них покупает потенциальный покупатель. Итак, сравнивать, как любят риэлторы это делать, фондовый рынок ни в коем случае нельзя. Фондовый рынок – это спекулятивный рынок, и вы действительно за одну торговую сессию можете сказочно обогатиться, как и сказочно, так сказать, это самое, вылететь в трубу, обеднеть, да. С рынком, вторичным рынком недвижимости процессы происходят не так. И в качестве подтверждения всего лишь 18,50% можем округлить в большую сторону. Мы видим снижение стоимости квадратного метра. Переходим к следующему слайду. Здесь тоже очень быстро пройдемся по вторичному рынку квартиры эконом, комфорт, бизнес-класс. Подешевели на 0,18%. Что, в общем-то, видим по административным районам. Стоимость отличается. И также видим, как отличается стоимость в процентном соотношении. Много, в отличие, по разным административным районам по-разному. Дальше, друзья, первичный рынок, квартиры эконом-класс. 377 долларов за квадратный метр. Напомню вам, первичный рынок – это квартиры, которые не сданы еще в эксплуатацию. Вот мне кто-то там пишет, говорит: Андрей, ну это ж какая себестоимость тогда у строителей жилья? То есть это вообще очень смешные деньги.
Друзья, я с вами полностью соглашусь. Война делает свои коррективы. То есть первичный рынок города Запорожья, то есть квартиры, которые в разных стадиях строительства, я скорее всего уверен, не будут достроены в ближайшее время. Поэтому люди, которые хотят хоть как-то что-то продать, они выставляют совершенно нерыночные стоимости по стоимости квадратного метра своего недостроенного жилья. И в любом случае мы видим, как эта стоимость неумолимо снижается, потому что желающих купить недостроенное жилье, друзья, что правильно, в городе Запорожье практически нет. Итак, переходим к другому слайду. Здесь мы будем говорить о первичном рынке квартиры комфорт бизнес-класс. Видим, что подешевели данные квартиры на 0,15%. Также можете посмотреть в разрезе административных районов стоимость квадратного метра и, конечно же, насколько подешевела в процентном соотношении данная недвижимость. Следующий, друзья, слайд – это мой, так сказать, традиционный слайд, где период исследования 12 месяцев, то есть мы говорим о тенденциях, о том, что произошло на протяжении года. Предыдущий слайд, помните, мы говорили о том, что произошло за 4 года и несколько месяцев, там 18,30% снижения стоимости квадратного метра. А вот здесь мы рассматриваем, что произошло за один год, период сравнения, апрель 2025 год, $442 за квадратный метр, это класс социальное жилье. И $424 за квадратный метр уже в апреле 2026 года, что в годовом измерении, друзья, показало всего лишь снижение минус 4,07%. Видите, за 4 года 18% подешевела недвижимость, а за год всего лишь 4%. Друзья, здесь также прошу обратить ваше внимание, индекс стоимости жилой недвижимости, вторичный рынок. Он отрицательный 0,959. Что такое индекс рынка недвижимости? Это макроэкономический показатель, который характеризует, как изменяется стоимость недвижимости во времени. И я на примере, вот как его считать, вам показываю. 424 делим на 442, получаем снижение в годовом измерении в процентах минус 4,07%, или же отрицательный индекс 0,959. Друзья, немного рекламной паузы. На протяжении многих лет, это больше 10 лет, я и компания Olymp Consulting готовим для крупных украинских системных банков индексы, то есть и также иностранных банков, которые работают на территории Украины. И, друзья, я знаю, что меня смотрит фокус-группа людей. Это люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам или же риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. Друзья, а я один из немногих в Украине, напомню вам, знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И на данном графике данного класса жилья показываю вам, как изменилась за год стоимость квадратного метра. Поэтому наша синергия и знания помогут вам, ну я говорю сейчас о риск-менеджменте и о людях, которые работают в банковских учреждениях. То есть вам развиваться в вашем сложном бизнесе и, конечно же, помогает мне работать, заниматься наукой и также развиваться вместе с компанией Olymp Consulting. Поэтому еще раз напомню, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я буду показывать, ну, как минимум раз в квартал вам под всю недвижимость, под которую ваше учреждение финансово выдало какие-то средства, я буду показывать, как обесценивается эта недвижимость или наоборот растет в своей стоимости. То есть именно об этой синергии знаний я и говорю. Меня найти очень просто. В описании YouTube канала есть мой телефончик Viber Kyivstar. Также есть кипрский телефон, в зависимости от локации, как удобно, можете набрать, спишемся. И я и компания Olymp Consulting будем готовить для вас исследования. И вы будете очень хорошо ориентироваться, что происходит с залоговой недвижимостью, которая находится в портфеле вашего финансового учреждения. Итак, друзья, это была реклама.
Переходим к следующему. Это самый интересный слайд, подводя итоги, что произошло за год по целому региону, друзья. Город Днепр и город Запорожье. Переходим. Ну, во-первых, карта осталась та же самая, а вот табличка внизу изменилась. Давайте посмотрим, что произошло за год. Город Днепр. На примере класс социальное жилье. $545 за квадратный метр. Это апрель 2026 год. Апрель 2025 год $532 за квадратный метр, что показало динамику роста 2,44%. Да, друзья, не удивляйтесь, кто смотрел предыдущее мое видео, город Днепр с половины 2025 года, 6 месяца, это июнь месяц, показывал нам динамику роста аж до января 2026 года. Теперь там мы видим затухающую динамику снижения, она незначительна, но это уже похоже на тенденции. Но в целом в годовом измерении мы видим, что остается пока положительная динамика роста, плюс 2,44%. А вот город Запорожье, видим, что апрель месяц 2026 год $424 за квадратный метр. И уже в апреле 2025 года $442, что показало снижение на 4,07% в годовом измерении. Индекс здесь видим отрицательный 0,959. Подводя итоги, красная черта в целом по региону, среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете. Кто не знает, напомню. Суммируем город Днепр, Запорожье, вот эти стоимость, да, и делим на 2. Получаем среднее арифметическое число 485, что, в общем-то, сравнивая с апрелем 2025 года, где $487 стоимость квадратного метра по региону, видим, что за год снижение 0,5%, минус 0,51%. Индекс отрицательный 0,995. Итак, друзья, давайте перейдем теперь уже к прогнозам. То есть мы подвели итог, что на 0,5% в целом подешевела недвижимость в Донецко-Приднепровском регионе. Так, давайте я закрою показ слайда. И о прогнозах, друзья. Очень кратко. Ну, знаете, у нас любят, это стало модное занятие, прогнозировать что-то. Как правило, люди, которые что-то прогнозируют, они кто на кофейной гуще, кто слышит голос Вселенной. Ну, по-разному бывает, в зависимости, так сказать, от способности человека. Да, я в своих прогнозах применяю научную исключительную методологию. Это метод многофакторного анализа. Очень кратко, что такое многофакторный анализ? Когда я смотрю на рынок недвижимости уже через призму макроэкономических показателей, которые характеризуют развитие региона. Это еще называется внутренний валовый региональный продукт Запорожской области, Днепропетровской области. Видите, Днепропетровская область осталась, а город Днепр почему-то переименовали. Так вот, все эти макроэкономические показатели, если мы сравниваем период сравнения 2020, так сказать, там, 5 год, за 26 еще нет, с довоенным периодом, то мы видим, что, ну, беда-беда, экономика разрушена. То есть рынок недвижимости не может себя вести в противофазе того, что происходит в экономике. То есть есть какие-то колебательные процессы, которые мы наблюдаем, как по Днепру увидели полгода, с какого-то перепугу дорожала стоимость квадратного метра, но в итоге закономерности, они работают. То есть плохо в экономике и, соответственно, недвижимость в своем основном показателе, это стоимость квадратного метра, начинает снижаться. Итак, к прогнозам. Я предполагаю, что май-июнь месяц это по 1%, ну, скорее всего, по 0,5% мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра. То есть в целом по региону мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра. И, как я уже сказал, это будет где-то по 0,5% в месяц. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать?
Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки, дизлайки данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Alim Consulting готовит для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, который, я уверен, станет для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих, друзья, видеороликах.